Всем привет, друзья! С вами я, Ксения Назарова, и мы на творческом канале «Красота в деталях». Хоть и до Нового года остался еще целый месяц, но я продолжаю творить на тему Нового года и Рождества. Сколько только елочек не придумалось у меня за этот месяц. Большую елочку мы уже сделали, и сегодня я предлагаю вашему вниманию сделать симпатичные заколочки, рождественские елочки для наших маленьких девчонок. Возможно, вы думали на тему, какой костюм наденет ваше чадо на детский утренник. Если у вас будет костюм елочки, это очень красиво, необычно. Можно будет подчеркнуть образ вот такими классными маленькими заколочками, которые совсем несложно сделать. И сейчас я вам это докажу в своем подробном видеоуроке. Для елочек таких нам понадобится два вида ленточки. Металлизированная лента изумрудного цвета шириной 5 сантиметров и ленточка салатового цвета атласная шириной 2 сантиметра. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, смотрите мой видеоурок. Если вам понравится, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. Буду рада новым друзьям. И давайте начнем наш мастер-класс. Итак, друзья, начнем наш видеоурок. И сегодня мы с вами будем делать к новогодним праздникам вот такие вот прекрасные зелененькие елочки. Необычность моих заколочек в том, что покажу новый лепесточек, который у меня неожиданно сочинился. И я очень довольна работой, как классно эти лепесточки, в принципе, смотрятся и в цветах, и вот в таких вот в елочках. Две ленты, которые нам понадобятся для изготовления этого лепесточка, это металлизированная лента шириной 5 сантиметров. Также это может быть не обычная атласная лента, тоже шириной 5 сантиметров, тоже отлично подойдет. И для того, чтобы продублировать лепесточек, также возьмем ленточку атласную шириной 2 сантиметра, даже вот чуть потоньше. Также для таких лепесточков подойдет лента 1,5 сантиметра и даже 12 миллиметров. Для лепесточков нам нужно нарезать отрезочки по 7 сантиметров и тонкой ленты, и ленты потолще. Кроме этого, для работы нам понадобится обязательно пинцет, зажигалка, клеевой пистолет, тоненькая вот такая вот атласная ленточка для того, чтобы сделать бантик, либо вы можете какую-то стразу сделать для макушки елки, либо полубусину на ваш вкус. Для основы нашей елочки также нам понадобится фетр близких оттенков к нашей елочке. Один фетр я взяла, тонкий фетр, который держит форму, жесткий. К ней буду клеить нашу елочку и также продублировать изнанку вот такой вот тоненький мягкий фетр. И для елочки, естественно, нам понадобится вот такая вот заколочка, уточка. Также можно сделать елочки как резиночки для волос. Также можно сделать и брошку, соответственно. Итак, для того, чтобы сделать вот такой вот лепесточек, с которых будет составлена наша елка, мы возьмем отрезок 7 сантиметров широкой ленты шириной 5 сантиметров и сложим пополам вдоль ленточки. Здесь же у нас находится уже зажигалка и пинцет, они нам сейчас понадобятся. Далее берем ленточку шириной 2 сантиметра, либо шириной 1,5 сантиметра и сопоставляем с тем краем, где не там, где сгиб, а там, где два слоя ленты. То бишь эта ленточка будет третьим слоем, получается у нас. Составили, совместили ровно краешки и держим с этого края, с правого, и теперь делаем вот таким вот образом. Наш лепесточек будет в виде трапеции сделан. Косой срез делаем, все слои ленты срезаем вот под косым углом, и для того, чтобы ровно сплавить, воспользуемся пинцетом. Зажимаем и
хорошенечко сплавляем все слои ленты. То же самое делаем и с другого края. Совмещаем 3 слоя нашей ленточки между собой ровненько. Здесь у нас сгиб. И срезаем еще один косой край. Таким образом у нас получается такая трапеция. Лепесточек в виде трапеции. Отрезок ленты в виде трапеции. И также сплавляем все это огнем зажигалки. Вот что у нас получилось. Теперь держим к себе ленточкой к себе двойной отрезочек наш и подгибаем пальчиками с двух сторон, как бы вот этот угол еще сгибаем в 2 раза, с одной и с другой стороны, симметрично, и складываем пополам. Получается такой вот пушистый лепесточек. Теперь мы срезаем здесь краешек миллиметра 3 и также сплавляем между собой при помощи огня зажигалки. Получается так. Далее мы держим к себе лепесточек боком, нам не нужен такой широкий лепесток, и мы срезаем лишний материал, чтобы он был более плоский, более пологий. Обязательно придерживаем пинцетом, чтобы он не развалился, и быстренько сплавляем, тоже огнем зажигалки, скрепляем. Все слои нашей ленты. Вот получилась у нас вот такая вот капелька. Для нижнего слоя нашей елочки нам нужны более длинные лепестки. Для 2 и 3 ряда более коротенькие. Покажу еще раз, как делать лепесточек. Складываем ленту широкую вдоль. Прикладываем ленточку 2 сантиметра или 1,5 сантиметра к нижней части, да, где у нас не место сгиба, а там, где 2 слои ленточки, вот 2 слоя, теперь 3 слоя. Подрезаем, косо подрезаем наш лепесточек, приплавляем обязательно, сплавляем все слои ленты огнем зажигалки. То же самое делаем с другого края. Вот так у нас получается. И далее мы подворачиваем как бы с 2 сторон еще раз уголки и складываем пополам. И далее мы смотрим, если нам нужен покороче лепесток, просто вот этот треугольник, краешек срезаем больше. Если нам нужен подлиннее лепесточек,
можно срезать самый краешек. Срезаем лишний материал для того, чтобы лепесток был более плоский. Обязательно приплавляем место среза огнем зажигалки, чтобы лента не поползла, не обмахрилась. Такие вот капельки получились для нашей елочки. Сейчас будем елочку нашу составлять. Длинных лепесточков понадобится 3 штучки и 4 лепесточка покороче. Пока разогревается пистолет, покажу еще из простых лент, не металлизированных, свой лепесток. Вот так он выглядит. Очень красиво смотрится. Вот такая у меня кустовая хризантемка получилась из вот таких вот лепесточков, где была использована широкая атласная лента шириной 5 сантиметров. В этом лепесточке использовала тоже белую ленту шириной 5 сантиметров, стандартная, а внизу, здесь у меня была продублирована ленточка металлизированная шириной 12 миллиметров. Тоже очень красиво смотрится, можно сделать различные веточки, какие-то красивые заколки. Так, а мы с вами приступим к изготовлению нашей елочки. Термоклей у меня уже разогрелся, и вот составим нашу елку. Будем клеить друг к дружке первый ряд лепестков. Вот как-то так это будет, можно приложить. Наносим каплю клея и аккуратненько фиксируем наш первый лепесточек в серединке. Шаблон под елку у меня произвольно я нарисовала такой треугольник скругленный, да, и длиной получился у меня 4,5 сантиметров, а в широкой части 3 сантиметра. Первый ряд готов. И подклеиваем второй ряд нашей елочки. Клею серединку. И 2 лапки по бокам. Берем макушечку нашей елочки, можно срезать выступающие края фетра. Скорректировать форму нашей елки, чтобы ничего не выглядывало.
Украсим нашу елочку маленьким бантиком на макушке. Для этого воспользуемся тонкой атласной ленточкой шириной всего 6 миллиметров. Завяжем микроскопический бантик. Срежу лишнее. Обязательно пройдемся огнем зажигалки. И украсим нашу елочку таким вот бантиком. Маленькую капельку клея. Теперь займемся зажимом для волос. Зажим для волос у меня длиной 6 сантиметров. И буду устанавливать нашу елочку на заколку. Для этого я еще одну такую же деталь, вырезанную из фетра, сложу вдоль, сделаю 2 надреза, чтобы продеть в заколку наш зажим для волос. Сначала крепим на термоклей фетровую основу к заколочке. И также теперь прикрепим саму заколку к украшению. Лишнюю ткань можно тоже подрезать. Вот такие вот заколки елочки у нас с вами сегодня получились. Если вам понравился мой мастер-класс, буду очень рада новым подпискам, вашим комментариям. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много-много интересных идей творческих. И до новых творческих встреч. Пока-пока.